вот сейчас вся планета будет выходить на новый этап. Россия просто одна из первых стала выходить на новый этап. Через 50 лет здесь будет совершенно фантастическое место. Вот вся вот область вокруг России будет абсолютно фантастическое место. Это будет вот прям духовный центр с большим заходом на этичность, с большим заходом на экологичность, с большим заходом прям на высокие энергии и вибрации. Эти кризисы будут гулять по всей планете, вообще по всей планете. Там уже не Россия будет, там вот как раз начнутся иные регионы. Это сейчас на самом деле всех коснется в том или ином виде. Ближний Восток уже полыхает. По Европе у меня, к сожалению, нет хороших прогнозов. Будучи высшим я, ты сам принимал решение прийти именно в это место, именно в это время, именно в эту эпоху, там именно в эту страну. Когда рухнула Атлантида, она пошла двумя ветками. Одна ветка пошла в Египет, а частично в сказочную Русь. Это более высокий, более тонкий пласт Руси, так называемая сказочная Русь, теперь вот, да, вот это там волшебная Русь, там святая Русь, вот это вот все. В сказочной Руси это, по сути, высокие фракции атлантические. Из-за этого люди, которые потом рождались на этой земле, у них есть вот эта вот тяга вот туда, вот кверху. Ты просто сейчас сказал, что большинство практиков, да, вот в твоей школе, они из России. Да. И мне вообще хочется... и у меня много вопросов, конечно, но мне хочется узнать твое мнение. Вот вообще, что ты сейчас видишь на тонком плане по России, да. Давайте минуточку еще важную вставку, да, может быть, кто-то все-таки не знает Данилу, обязательно посмотрите наши другие совместные видео. Данила один из самых сильных практиков, кого я знаю, кто уже больше, наверное, уже не 11, а 12 лет, да, ведет школу 13, высшего... 13. Формально 13 лет ведет школу высшего я, у него 1000 учеников, которые тоже приходят... 5000 учеников, которые тоже приходят к контакту со своим высшим я тоже его ученица, поэтому, кто еще не знаком, пожалуйста, знакомьтесь, это действительно очень стоящий практик, проводник и для кого-то даже учитель. Благодарю. Я вижу глубочайшую трансформацию всего, вообще всего. Как бы вот сейчас может показаться, что есть как бы кризис, да, там, не знаю, там кризис кризис бензина, вот мы сейчас с тобой, да, снимаем, кризис топлива, кризис, может быть, какие-нибудь еще там кризисы, какие-нибудь ученые вытащат какие-нибудь кризисы. Но на тонком плане, на высоком плане, то есть не вот здесь вот, да, на физике, на высоком плане я вижу глубокую трансформацию. Это прям на 100%, на 1000%. Трансформация — это не всегда хорошо, условно, с выходом вверх, проживаются. с выходом вверх, со стрелочкой вверх. Трансформация — это кризис, по факту, и есть. В какой-то степени через кризис, да, разрушение неких как бы старых вообще каких-то основ и построение нового, да, это факт. Но бывает, ты условно там разрушился, развалился, и все, да, а здесь нет. Здесь именно разрушение старых каких-то... Причем, это, знаешь, это работа на глубоком уровне. Это не только работа на уровне каких-то вот именно ситуаций и событий. У меня ощущение, что в целом люди, живя здесь, проходят вот сейчас какие-то трансформации, те или иные, и становятся чище, и становятся выше по вибрациям. Потому что вот опять же, нас не было 6 месяцев. Да? Мы отсюда уехали получается, зимой, приехали ближе к лету. Я тебе скажу, что вибрации людей повысились. Вибрации людей вот за 6 месяцев, я прям помню, что было, что стало, они повысились. Давай это опять прям я видно. приземлю. Что ты имеешь в виду, что вибрации повысились? Какие стали люди? Вот какие были и какие стали? Что поменялось? А это не описать какими-то, знаешь, вот этими, физическими терминами, но у них как будто в тонких телах произошла очистка определенных пластов. То есть, возможно, где-то стало меньше боли, меньше привязанности, меньше зацикленности. Оно выболело. Многие вещи выболели. И то, что я сейчас вижу, опять же, это вот часть вот этого вот большого, великого перерождения этой части континента в целом и вообще всего мира, потому что мы находимся, вся планета, не только Россия, вся планета находится в кризисе. Так называемая вот эта, да, великая научная революция очередная.
все научные революции сопровождаются кризисами. Все. То есть это прям установленный факт. Да? То есть, условно, Первая мировая война сопровождалась там одной промышленной революцией, вторая другой. А сейчас у нас очередная, уже прям официально задокументированная промышленная революция искусственного интеллекта. Да, ну и вот видишь, как обычно в любом кризисе кто-то живет свою лучшую жизнь, и у кого-то все хорошо, а кто-то действительно страдает настолько, что... Ну, не будем говорить. Ну, не будем говорить. Я скажу так, вот это может прозвучать очень, так как бы, может быть, даже цинично, да, но если человек страдает, это даже может быть лучше, чем если человек живет и не замечает этого, потому что это, знаешь, это как, опять же, это как процесс очищения. И если вот здесь очень важно, он страдает в сторону минус, и он уходит вот прям вниз, 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 и все, и там на этом дне и останется. Или же он страдает, как бы выбаливая, перебаливая, чтобы потом набраться сил и рвануть вверх. Вот если это процесс именно выбаливания, чтобы рвануть вверх, то это очень положительный процесс. Для духа особенно это очень положительный процесс, потому что это прям новый уровень, это прям новый шаг. И вот сейчас вся планета будет выходить на новый этап. Россия просто одна из первых стала выходить на новый этап. Это сейчас на самом деле всех коснется в том или ином виде. Ближний Восток уже полыхает. Китай, он лавирует, балансирует, он пытается более мягко пройти этот вот кризисный этап. Может быть, у него получится. Может быть, кстати говоря, не факт, что он пройдет через какие-то дикие катаклизмы, может быть, у него получится. Америка тоже пытается. Отбалансировать тоже, может быть, у нее получится. По Европе у меня, к сожалению, нет хороших прогнозов. Что ты имеешь в виду? Я, к сожалению, сколько раз не смотрел Европу. Вот, опять же, мы были в последний раз там осенью. А до этого были 10 лет назад, в 26-м году. Да, ты мне говорил тогда, как тебя это все поразило. Она изменилась, она стала более плотной, она стала более прям напряженная, более сжатая. Вот пока... Да, в комментариях будут говорить, что я патриот, но пока... Я реалист в данном случае. И вот что я вижу? Я вижу, что Россия, как страна по вибрациям, она через выбаливание, через кризис идет вверх, а Европа через выбаливание, через кризис пока идет вниз. Может быть, она упадет, оттолкнется от дна, как говорится, и полетит вверх, но пока я таких тенденций не наблюдаю. Ну смотри, а вот если по сравнению с тем же самым там Бали, например, да, откуда ты прилетел, Бали пока вне этих всех кризисных процессов. Индонезия пока ее не коснулась. Ее коснется после того, как в этот кризис войдет Китай. Вот если Китай войдет, и то, как он войдет. Если он войдет прям разрушительно жестко, это может жахнуть по всей Юго-Восточной Азии. Если он все-таки сможет сбалансировать и войти более мягко в эти очистительно-кризисные процессы, назовем это так, тогда и Юго-Восточная Азия за ним подтянется более мягко, потому что в целом, в Азии сейчас Китай – это одна из ведущих сил. Ну смотри, ты сейчас звучишь, знаешь, как политолог больше. Чуть-чуть. С твоим образованием, как бы зная тебя, да? А вот именно с тонкого плана. С тонкого я плана, понимаю, вот что там тоже ветки вероятности. Вот именно вот так, что я сейчас тебе и говорил. Я тебе объединял политологию и ветки вероятности. Да. То есть там нету какой-то все равно конкретики, да? Это все равно... По Китаю, например, мы смотрели вместе с группой на второй ступени. Мы смотрели будущее Китая буквально полгода назад. Было ощущение, что чаши весов колеблются и склоняются как бы к более жесткому решению. А вот сейчас все. Эта история поменялась. Они просто колеблются. Там уже нету склонения к более жесткому решению. Ты вообще много лет сама прожила на Бали, если уж на то пошло. А теперь вот ты живешь в России. Да. Как тебе здесь? Расскажи мне. Ну, слушай, как я сюда прилетела с Бали, это был чистейший просто порыв духа, я никак иначе не могу это назвать. Я просто в какой-то момент, я жила лучшую свою жизнь, даже не на Бали, а на Гиле. Я тебе про это все рассказывала. Это был самый потрясающий период в моей жизни. И я просто ощутила, что мне надо лететь в Россию, вот и все тут. Это без каких-либо просмотров, без какого-либо вот захода там на вышине. Конечно, я потом заходила, просматривала и видела, что надо, но к тому, что это был настолько сильный импульс, что я не могла ему просто противостоять. И вот оно как появилось, и все, и я все дальше для этого выстраивала. Когда я прилетела сюда,
Я не ожидала, У что тебя будет так. начались очистительные процессы, назовем это так. Ну, слушай, я и на Бали в какой-то степени привыкла к очистительным процессам, но... Но здесь они начались сильнее. Это был трэш, да, это было очень тяжело. Ну, слушай, тут тоже там много совпало факторов. Я по факту сюда эмигрировала, то есть я находилась в эмиграции просто здесь, потому что у меня весь быт там весь устроен. Быт там, ты сюда, ты вернулась. Да, там у меня плюс завершились потрясающие отношения, которые я решила завершить исключительно из-за этого вот порыва духа своего, потому что я так чувствовала. Здесь началась осень, то есть я привыкла уже быть в этом лете круглый год, всегда во всех путешествиях. Здесь в Москве был полностью все в тумане целыми днями и так далее. И вот как-то все эти... Наложились, да, факторы. От цен, извините, я тоже здесь обалдела, потому что по сравнению с Бали, да, как ты привык там жить на широкую ногу, потому что там гораздо все дешевле, а тебе здесь тот же уровень жизни выходит в 3 раза дороже, и это, конечно, тоже бьет как бы так по зоне комфорта. И вот это все наложилось, и, конечно, я была просто в ужасе, и мне было очень тяжело. Я с терапевтом выбиралась где-то 4 месяца из очень тяжелых состояний. Ну, а вот после этого, как ты сейчас воспринимаешь Россию? После этого я безумно счастлива. Я прям очень рада быть здесь. Мне даже тогда, даже в своих вот этих вот, ну, тяжелых состояниях, я все равно рада была, что я здесь. Это как-то... Ну, во-первых, начнем с того тоже. Для каждого свое место. Меня Москва всегда шикарно принимала. У меня здесь классные линии астрологические проходят. И мне всегда здесь было хорошо. Там в сравнении с тем же с Питером, я вот, ну, не питерский человек совсем. И мне нравится этот город, но... В Москве мне прям классно, я прям чувствую, мне нравится этот масштаб, мне нравится простор, свобода, что я могу дышать, мне нравятся потрясающие люди здесь какие-то. Я очень с тобой согласна, что люди изменились. И причем это даже видно, вот когда я приехала осенью, и какие люди сейчас, просто прохожие, я это тоже обратила на это внимание, конечно. Именно тоже кто-то скажет, ну, просто лето началось, да, и вот там, может быть, приехали другие люди, может быть, как-то в целом у всех настроение получало. Но вот настроение прям получало. У всех людей ты просто вот где-то в толпе видишь, какие идут люди. Да, есть все еще много загруженных, каких-то подавленных, с тяжелыми фракциями такими, но много и таких, кто... Да. Много прям легких и очень высоких. И на самом деле, вот опять же, смотри, мы за последние, если уж мы говорим про Россию, да, как-то мы с тобой так плавно от Саманхи перешли к России, мы за последние несколько лет изъездили 20 стран суммарно. Вот объективно, уровень духовности и восприятия духовности у людей русских, причем, кстати говоря, я полагаю, что это относится вообще ко всему около русскоязычного пространства. Это и Россия, даже я думаю, что и Украина. У меня не было большого количества как бы опыта, да, взаимодействия, но я полагаю, что так. Белоруссия. Белорусы вообще. Белоруссия. То же самое. Это, по сути, все равно вот некий вот такой вот общий единый регион. И люди здесь, они воспринимают очень сильно духовность. Очень сильно духовность. Если даже взять европейцев, ну, немножко другая история. А если как бы еще кого-нибудь там взять, опять же, китайцев, да, у них сильно свое. Но вот именно вот эти вот высокие заходы прям вот туда, вот на самый-самый верх, в так называемую небесную Россию, здесь очень сильно ну вот снова же, слушай, вот ну не от хорошей жизни же это происходит. Ну вот не сидят люди такие, ой, как классно живу, вот чем бы еще заняться? Ну вот пойду духовностью займусь. Слушай, с какой-то стороны, наверное, да, но взять, например, любую другую страну, тот же самый Китай, или даже, может быть, не Европу, хорошо, можно взять Африку, можно взять какой-нибудь там, не знаю, Ближний Восток, там тоже полно проблем у всех. Но у них нету вот этого заряда прям вот высокого вот туда, вот самого-самого высокого. Мы как-то снимали видео с кем-то, я уже даже не помню с кем. Я за последние полгода снял 600 или 700 видео, что-то у меня вот на канале 600, по-моему, там уже с чем-то. Тут проблема, видишь, в чем? Когда рухнула Атлантида, как раз то, вот про что вы, возможно, обсуждали с Лерой где-нибудь, вот тоже на... Кстати, про Атлантиду мы еще, да, не записывали вы не записывали, да? Когда рухнула Атлантида, она пошла двумя ветками. Одна ветка пошла в Египет. В Египте сохранилось очень много такой, знаешь, древней магической плотной Атлантиды. Мы много ее смотрели, и, кстати, вот мы недавно с Лерой мы записали видео, прям целую серию, там, по-моему, 14 видео или что-то около того. Она меня прям водила по мирам, по тонким. Мы в том числе зашли в Египет.
Вот, там прям много атлантических кодов. А частично ушла в сказочную Русь. В сказочную Русь это вот высокое, это не наша ветка, условно, это более высокий, более тонкий пласт Руси, так называемая сказочная Русь, теперь вот, да, вот это вот там волшебная Русь, там святая Русь, вот это вот все, небесная Россия, которая частично продолжила. Сейчас просто есть прям ряд астролетчиков, которые говорят, что есть вот небесная Россия как, ну, условно, как некий прям эгрегор, который висит над Россией, ее охраняет. Это часть вот этой сказочной Руси, ее как бы осколок, ее продолжение. И в сказочной Руси это, по сути, высокие фракции атлантические. Что за сказочная Русь? Вот я вообще не знакома с этим понятием. Сказочная Русь, мы прям даже снимали видео на эту тему и тексты писали. Сказочная Русь, вот если ты настроишься, вот вглубь себя зайдешь, у тебя, кстати, нету прям сильных кодов вот туда. Но вот Нет. у тебя нету, так я же вообще после Атлантиды пришла. Да, у тебя нету. Но сказочная Русь — это вот эти вот все вот... вот этот вот глубокий культурный код. Про всякие там, знаешь, про там Бабу-Ягу, Кощея, ты так и подумала, да? Про вот оно сейчас, кстати, потихонечку спускается и не зря возрождается. Да. Обрати внимание, открываешь Кинопоиск, что там в Кинопоиске, вот российские фильмы, они же все вокруг вот этого вот. Да и вообще сейчас тренды это на прям музыку сейчас вот тренд вот пошел русскую народную. оттуда. Это вот все оттуда пошло. Оно медленно спускается опять оттуда сверху сюда. Это все план, как бы определенных кураторов и прочее. Вот, и моя мысль, самое-то главное, к чему я веду. Вот эта вот сказочная Русь, она в себя впитала вот эту вот глубокую, трансцендентную, прям высокую энергию атлантического кода. Вот все, что было светлого, высокого, вот прям много, как осколок такой, он ушел в сказочную Русь. И из-за этого люди, которые потом рождались на этой земле, у них есть вот эта вот тяга вот туда, вот кверху. Они все равно ее чувствуют. Какие-то всякие там кризисы, будь то Вторая мировая война, будь то там революция, да, Октябрьская, будь то царское время и прочее. Естественно, все эти вещи, они, безусловно, как бы немножко подталкивают вот туда вот вверх. Но моя основная мысль, что если у тебя нету врожденного вот этого вот кода идти вверх, тебя всякие кризисы подталкивать вверх не будет. Как, например, вверх не подталкивают пиратов в Сомали. Их максимум подталкивают кризис к тому, чтобы запастись автоматом Калашникова и начать торговать наркотой. Смотри, я тут вот прям хочу поспорить, порассуждать, потому что таким образом у нас тогда зависит, что от возраста духа, который мы с тобой тоже, кстати, разбирали. Да, а возраст духа, кстати, в России очень высокий у многих душ. Да, но смотри, получается, что души более низкоразвитые, с более маленьким возрастом духа, они как будто бы всегда при любом кризисе, ну вот одна им дорога в ад, грубо говоря, но это же не так. Нет, не так, но если, опять же, говорить о некой тенденции, если уж мы с тобой говорим о возрасте духа, ребята знают по поводу возраста духа? Мы с тобой вроде бы записывали. Все равно давай, мы все равно очень много понятий про сказочную Русь. Сейчас я отдельно буду спрашивать, я сама ничего не знаю, ребят. Давай. Вот давай про возраст духа тоже про возраст поясни. духа. Отдельное направление в эзотерике, возраст духа, это очень интересное, очень глубокое, очень чистое направление распознавания возраста духа. Естественно, это в иллюзии пространства и времени, потому что на высоком уровне, мы с тобой уже сегодня говорили, все есть одно есть все, там вообще нет никакой разницы. Но как только появляется прошлое, будущее, и появляется прошлая жизнь, и следующая, позапрошлая жизнь и 3 жизни вперед, там 10 жизней назад и 100 жизней вперед, появляется некая иллюзия возраста. И вот кто-то в этой вот иллюзии возраста, в этом более-менее плотном мире, он прожил много жизней, кто-то мало. У нас прям есть в школе отдельная техника определения возраста духа. Это очень классная практика, она не столько нужна, сколько чтобы определять возраст, а чтобы научиться настолько глубоко заходить на дух, чтобы оттуда видеть возраст. Процент совпадения, я люблю проценты, ты знаешь, вот эти всякие там числа, цифры и графики, 80%, 70-80% у нас в конце полуторамесячного направления, это 2-я ступень определения возраста духа. Это такая интересная тема, мы отсмотрели всяких политиков, режиссеров, музыкантов. У меня ребята составили огромный атлас возраст духа
почти всех учителей духовных России на сегодняшний день. И мне его однажды там подарили. Это прям распечатанный вот их, прям? не распечатанный в PDF, но прям очень составленный. Там десятки фотографий, они всех проанализировали, расписали, расставили. И вот как бы вот мы сделали то есть работу. там интересно то, что ребята сверяются друг с другом. Конечно, сверяются друг с другом. И только когда совпадают, если не совпадают, то они пересматривают, там заходят совпадать и так должно далее. 80%. Как я говорю, у нас очень жесткие требования к этому. И если мы говорим о возрасте духа, понимаешь, мы с тобой как-то так плавно от самадхи и России переходим теперь уже. Ты хотел в потоке снимать, вот снимаем. Сценарий я уже закрыла. Ты уже закрыла сценарий. По поводу возраста духа, это очень интересная тема. Все-таки есть корреляция. Как бы это бы ни звучало, я понимаю, что это, может быть, звучит как-то не очень красиво, но есть корреляция между возрастом духа и тем, куда будет стремиться в разных кризисных ситуациях непосредственно дух, воплощенный здесь. Потому что более опытный дух, у него уже есть некая... У него есть такой вот стержень. У него есть стержень, у него есть четкое понимание, куда он хочет идти, хочет ли он вот туда идти, что он хочет, для чего он сюда пришел и прочее, прочее. Более молодой дух, как ребенок. Вот если взрослого напугать, он все равно собирается, структурируется и четко понимает, что ему делать. Ну, чаще всего. Ну, тоже не все, да. Ну, не все, но чаще всего. Так и то же самое, смотри, вот не каждый ребенок, кого-то, это вот вся история про травматику там безусловно, и так далее. Кого-то обидел, он пошел котика обидел, да. А другого обидел, он как бы расстроился и пошел поцеловал маму и так далее. Безусловно, потому что это более опытный дух, если уж на то пошло, в этом теле ребенка, да. Но если мы берем гипотетический архетип ребенка и взрослого, потому что в теле ребенка может быть взрослый дух, а в теле взрослого может быть молодой дух. Но если вот именно мы возьмем архетип ребенка и взрослого, то да, ребенок, он, как бы, если его пугать, он как бы, в архетипе ребенка он должен испугаться и начать как бы там зажиматься, задавливаться, а взрослый, наоборот, он должен начать принимать какие-то более взвешенные решения. Это же самое и тут. Все-таки... Опять же, это, я просто, видишь, я не хочу сейчас сильно уходить в эту тему, потому что, она такая, она немножко двоякая такая. Возраст духа? Да, возраст духа, она такая очень двоякая. Тут очень легко кто-то может схватить эго, типа там «я русский». Да, я русский. И поэтому... У меня большой дух. У меня большой дух. Вот это вот все, и значит, я самый лучший на планете. Как бы вот это вот тоже вот как будто бы не тот путь, да? Но объективно в России много возрастных душ, вот прям реально много. А если взять, например, ту же самую Африку, там, конечно, есть возрастные души, но основная аудитория все-таки там довольно детская. Опять же, вот Лера, да, наша с тобой общая подруга, буквально недавно в Индии была. Угу. Она прям мне потом описала и говорит, я вот шла по улице, говорит, вот все дети, все. То же самое, как я тебе на том видео говорила про Бали. По-моему, я тебя как раз спрашивала, говорю, ты же видишь, что здесь, вот именно местные. Уровень, там более молодые души, это факт. Да, но вот, кстати, Бали, я не могу сказать, что прям, опять же, я не проводил прям анализ глубокий, там, нужно там взять там 100-200 человек, отсмотреть, но навскидку, вот, например, вот у меня есть друг на Бали, местный, он достаточно возрастной дух. Нет, конечно, единичные бывают, я тебе тоже говорила, я не могу да. сказать, что единичные. Вот именно на Бали не могу сказать, что единичные. Что их побольше, да? Там? Да, потому что они все равно, понимаешь, они очень стремятся к духовности. И причем, естественно, там есть такая, знаешь, типа... духовность более показная, более, может быть, такая более эгрегориальная, но там есть прям много душ на Бали, прям много душ, которые очень-очень глубоко и искренне уходят вот в религию, в буддизм, в индо-буддизм. Это скорее такая, они их называют Бали-Будда, да, то есть такая смесь балийского буддизма с балийским же индуизмом. Они прям очень-очень верующие. Там прям много, вот прям очень глубоко верующих и достаточно опытных душ. То есть я не могу сказать, что на Бали вот прям там дети. Нет. В Индии как будто это более явно выражено. Но опять же, это нужно делать всякие там анализы, просмотры. А давай с тобой к России вернемся.
Вот, я только хотела сказать, давай вернемся к России. Давай вернемся к России, да. Россия с тонкого плана. Вот ты говоришь, что хорошо, вот где-то там на верхах, то есть это уже не астрал, это более, я так понимаю, ментальные слои. Ты видишь, что Россия через вот этот кризис поднимается наверх. Да, а если сделать прям просмотр России, мы как делали ты через видишь... 50 лет. Например. Нет. Я вот про то, именно как на сейчас, что ты видишь именно на тонком плане, вот потому что я стала... На тонком плане я сейчас вижу бурю, которая вот именно вот это вот все выбаливает, решается, ищутся какие-то новые пути, новые решения, простраиваются новые, опять же, такие новые вектора для будущей жизни. Да. И оно на самом деле, эта буря началась, знаешь, с какого года? Года так с 2012-го. Даже вот не с 20-го, не с 22-го. Еще до коронавируса я уже чувствовал что-то, как будто что-то находит. Я не мог понять, я только потом понял, что вот оно. Вот эта вот история с переработкой и выходом на новые абсолютно рубежи, она началась формально с 2012 года, вот прям стала ощущаться, но прям активно стала ощущаться где-то года с 16-17. Ну смотри, это вот опять такие общие фразы, а я вот заметила, что в последнее время, я очень рада, что это происходит, многие практики начинают делиться вот прям тем, что они видят в моменте на, даже больше астрале, что вот там где-то над Россией висят какие-то куполы, где-то, наоборот, какие-то защиты стоят. Вот что ты видишь здесь вот в этом плане? Слушай, давай прям просмотр я тебе сделаем. скажу так, я не очень люблю рассматривать астрал, это вообще не моя тема, потому что я с астралом, ты знаешь, что делаю, я с ним разотождествляюсь. Но при этом у тебя очень хорошее астральное тело, скажем так. Я могу смотреть, но я как будто бы, опять же, то есть каждый должен делать свою самую, да, то, ради чего он сюда пришел. Я как дух сюда пришел аккумулировать свет, много света, именно высоких энергий, и проводить на максимально широкую аудиторию. В России большая аудитория, широкая, светлая, очень чистая, душ, которые могут воспринимать это. Это вот то, что я вижу как практик, как, возможно, специалист в какой-то степени в своей области. Вот. А по поводу астрала, все, что я могу тебе сейчас сказать, это то, что Россия проходит вот эти вот кризисные этапы, ищет новые пути, найдет эти пути. И через 50 лет, мы много раз просматривали будущее, через 50 лет здесь будет совершенно фантастическое место, абсолютно вся область вокруг России будет абсолютно фантастическое место, очень высокое, очень чистое, очень светлое, очень тихое, очень природное, очень экологичное, еще более духовное, еще более этичное, еще более такое вот прям, то прям, есть тут нет вот этих веток вероятностей, как с Китаем, что может быть так, а может быть так. Здесь прям железобетонно. Тут прям железобетонно. Через 50 лет так, да. Это редко прям такое точно. Бывает. Это прям мы просматривали с кучей ребят в заезде, господи, в слепом тесте, в пересечениях, смотрели знаешь, снасти. Вот опять же таки сейчас кто-то скажет, скептики, да, что, слушай, 50 лет легко говорить, половина из нас там уже умрет через 50 лет, никто это не проверит. Скептики и не будут, они не досмотрят видео до этого момента. Who knows? Но если досмотрят, к сожалению, у меня нет другой информации для них. Смотри, но это же не ровно через 50 лет вот такое, как бы вот оно было плохо, потом раз, и с места в карьер стало хорошо. Это все равно будет постепенно, поэтому мы заметим ближайшие какие-то... 10 лет будут кризисы, дальше будет потихонечку вырисовываться все новое направление, оно уже вырисовывается, но прям вот явно в течение 10 лет мы его увидим. Дальше еще 10, 15, 20 лет эти кризисы будут гулять по всей планете, вообще по всей планете. Там уже не Россия будет, там вот как раз начнутся иные регионы, они будут подтягиваться, и будет формироваться некая общая картина. Примерно через 30-40 лет эта картина окончательно сформируется, нового мира, и через 50 лет мы увидим то, про что я говорю. Это вот если тебе прям по годам в других странах через 50 лет тоже будет же что-то хорошее. Да, но опять же, если ты спрашиваешь о России, это будет вот прям духовный центр с большим заходом на этичность, с большим заходом на экологичность, с большим заходом прям на высокие энергии и вибрации. Вот интересно, я просто про это говорила, вот даже там Илье, еще до нашей с тобой встречи, что я вот это вижу, что это будет с Россией, но я никогда не говорила про 50 лет. Мне казалось, это будет гораздо раньше, но, может быть, я как бы ошибалась. Через 50 лет это прям будет полностью повсеместно.
Но зачатки этого лет через, ну, вот как я говорю, через 10 лет, через 10, 20, 30 уже будет Мне заметно. почему-то казалось, что это еще как-то с Алтая начнется, что это будет прям какое-то Слушай, там место, там где будет возрождаться все будет, я чувствую, там все будет, все в одной этой самой. Потому что мы заходили на будущее через 50 лет, у нас было ощущение, что, во-первых, и немножко мы с тобой уже на эту тему говорили, но давай еще раз для ребят расскажем. Во-первых, мы всегда видели, и я, и мои студенты, и моя жена, она очень сильные экстрасенсы, там, и мои коллеги, и прочее. Во-первых, мы всегда видели, что все такое очень благостно, тихое, спокойное. В городах меньше людей. Искусственный интеллект, кстати, прям голову свою поднял и прям очень, очень сильно изменил вообще по всему миру. Слушай, а вот в городах меньше людей звучит немножко страшно. По какой причине? Нет, они разъезжаются, а нет смысла жить в городе. Потому что очень много, то есть 90% людей живут в городе из-за работы. 90% реально живут. То есть есть те, кто любит вот прям город, там всякие, там, не знаю, клубы, куда-нибудь там ходить, есть такие. Но их мало. Это не весь город. Они, естественно, останутся. Но прям большая часть начнет разъезжаться по пригородам, потому что они будут очень зеленые, очень экологичные, очень комфортные. Будет возникать все больше вот прям центров притяжения вокруг. Вот, смотри, это вот что мы видели. Это вот звучит здорово, с одной стороны. Я вот по так... Сибири расселяться, вот да, Сибирь, по да, Алтаю тоже. расселяться. Все меньше будет мест, где там, знаешь, там типа на 10 тысяч километров вообще никого. Одни только только кабаны такого, и лоси. Да? Все меньше этого будет. Будут возникать вот всякие такие эко-поселки, эко-города, они будут все новые появляться, все больше и больше. Я вот просто что хотела сказать, что с одной стороны звучит классно, да, а с другой стороны вот эта вот разбросанность людей по всему пространству большому. Я как человек, у которого друзья сейчас просто вот реально разбросаны по всему миру, и собрать всех в одной точке просто невозможно. Мне очень часто как-то, знаешь, вот, не то что одиноко, но мне не хватает вот этой какой-то общности, комьюнити. Да. Как будет там мне вот кажется, с этим? Вот опять же, из того, что мы видели, там как раз мир комьюнити. Там много вот этих вот поселков будут возникать по каким-то сферам интересов, по каким-то глубинным вот этим вот соприкосновениям друг с дружкой. Вот так. Но опять же, это что мы видели. Мы прям уж очень подробно не просматривали, но сколько раз мы не заходили на будущее через 50 лет, вот на вот этот вот весь регион, в котором мы сейчас с тобой это видео снимаем, вот примерно вот такое будущее будет. Ну хорошо, ладно, как всегда, светлое будущее — это здорово. Что сейчас? Сейчас люди в кризисе, вот как ты говоришь. Что может им помочь? Слушай, у меня все равно здесь такой, знаешь, очень утилитарный подход. Я люблю вопрос решать, как бы вот не размусоливать его. Я бы мог бы сказать бы здесь, что, дорогие друзья, там как бы там расслабляйтесь, принимайте вот это вот, живите в любви, но это не помогает. Это не помогает, поэтому объективно, да, если человек, он проживает кризис, если человек проживает его... Ты знаешь как, вот условно, да, можно, конечно, подождать, чтобы он сам собой выболел, но это очень жестко. И тогда ему нужно немножечко помочь. Чем помочь? Более плотным энергиям и вибрациям. Более высокими энергиями и вибрациями. Это знаешь, как вот там, чем лечить, там, не знаю, вирусное заболевание? Ну, можно, конечно, там просто лежать, ждать, там, умрешь или не умрешь, да, но можно что-то пытаться делать. И в любом случае кризис – это плотная энергия, это прям плотное, это выбаливание, это какие-то кармические истории. Они лечатся более высокими энергиями, более чистыми, более духовными, более мудрыми. И вот откуда человек их возьмет, на самом деле, вот я сейчас, возможно, скажу немножко странную вещь. Я в последнее время, когда вот этот вот свой соматический опыт, особенно когда его вот прошел, я понял и прям прочувствовал, насколько те же самые религиозные эгрегоры могут вытаскивать людей из кризиса. Вот мы опять недавно были в Троице с Сергиевой Лавре, настолько мощный поток. Прям вот туда, он прям вот до самого верха. Я, кстати, помирилась с христианским эгрегором. Да? Не знаю, рассказывала тебе Лера или нет. Не говорила. Да, я очень рада, что это произошло. Вот, и там прям очень высокие частоты. И это путь. Ведь многие люди, они не зря идут в церковь для того, чтобы в том числе
помочь себе выйти из кризиса. Это прям для И вот многих опять же работает. таки, одновременно с этим в эзотерической среде куча историй, что это все зло, церкви, эгрегоры, Послушай, те, кто раскрещивайтесь там и так думают, далее. что это зло, я думаю, они уже ушли с нашего ролика. Не факт. Не факт, да? Не факт. Ну, хорошо. Не факт. Ну, в общем, если ты идешь по пути полного принятия, разотождествления, прикосновения к высоким энергиям и вибрациям, ты никогда не будешь, что бы то ни было в этом мире, считать прям вот злом, что нужно это вот прям раскрещиваться и прочее, прочее. У меня прекрасные отношения с христианским эгрегором, прекрасные отношения с мусульманским, фантастические с буддийским. Я был буддийским монахом много жизней. Фантастический с индуистским. У Насти тоже, она, кстати, через индуистский эгрегор вышла в тело света. Это отдельная тема. Мы прям с ней это дело прям вот вспоминали. Это прям так было интересно. Вопрос, что она теперь делает здесь, если она вышла в теле света, это тема, как говорится, для отдельных роликов. Но я скажу так, если вдруг, это путь. То есть через религию это путь, как прикоснуться к более высоким энергиям и найти некую поддержку. В том числе найти некую поддержку можно в самом себе. В каждом человеке есть высшее я. Высшее я – это твое вот это вот верхнее, бесконечное, чистое, мудрое, собственно, которое и принимало решение. Ты сам, будучи высшим я, ты сам принимал решение прийти именно в это место, именно в это время, именно в эту эпоху, там именно в эту страну и так далее и тому подобное. Через те же самые техники дзогчена, буддизма, индуизма, без современной эзотерики, вот именно на древних техниках прийти можно, и это действительно приносит просто фантастические результаты людям, как раз я уже про это говорил, даже, да, на примере тех же ребят из власти или там миллионеров этих самых, да, вот. Ну вот опять же таки, вот секунду, вот, Давай. скажешь, что, вот, конечно, миллионеру, у него и так все неплохо, или там человеку из власти. Ты знаешь? А я вот не миллионер, я не из власти. Есть хорошая фраза, что богатые тоже плачут. У них столько проблем, я должен тебе сказать. Многие люди, которые не в этой среде, они даже не представляют, какие у них проблемы и опасности в том числе. У многих обычных людей нет такого количества опасностей. Их не могут взорвать через каждые 2 часа. Да? Они, когда садятся в машину, они не думают про то, вообще они смогут метров так 10 проехать и не взлететь на воздух. И так далее, и тому подобное. Это просто маленькие примеры. Да, и такого полно. У них своих проблем выше крыш. Поэтому, но и обычные, так называемые, обычные люди, да, раскрывая контакт со своим духом, для меня на самом деле, контакт с духом это самое, это, возможно, как-то странно прозвучит, но для меня контакт с духом это самое чистое, самая глубокая, самая искренняя практика, из которых вообще которую я знаю, потому что это ваша собственная энергия. Это не эгрегор, это ваш собственный путь, это чистый путь, это ваш глубинный свет, который раскрывается сам собой в процессе разотождествления. Вы вспоминаете множество вещей, вы вспоминаете потихонечку свои прошлые жизни, вы потихонечку вспоминаете свое предназначение. Вы можете советоваться сами с собой, да, по сути, потому что высшее я – это и есть ты. Куда тебе идти, что тебе делать, что тебе не делать. Ты можешь получать самую, что ни на есть, прямую поддержку, глубокую поддержку именно от самого себя. Не от каких-то там потоков, ченнелингов и прочее. Опять же, ничего не имея против, но это вот прям максимально чистый заряд, максимально твой, максимально правильный. И честно, это максимально естественный заряд, потому что огромное количество планет, миров, иных миров, мы так с тобой, да, уже чуть-чуть в эзотерику уходим, они же не теряют связь с высшим я. Та же самая Атлантида, они прекрасно чувствовали, и они же почему жили настолько счастливо и настолько светло, особенно в свой расцвет, потому что у них была связь со своим духом, у них была связь, и они четко понимали, что им делать, да, что им делать, для чего они пришли, они не забывали себя, они четко знали, кто они, где они, и куда они, и зачем они. И это как фонарь в таком, да, в темном лесу. Ты идешь по этому темному лесу, держишь этот фонарь и четко видишь, куда ты идешь. Поэтому я всех приглашаю искренне в новую льготную группу. Вы отыщите ее внизу. Она уже запустилась, но вы еще успеете в нее присоединиться.
чтобы не ждать 6 месяцев до новой льготной группы. Но если вы не успели, то, в общем, вы в любом случае внизу отыщите по ссылочкам, как записаться в новую льготную группу, не в текущую, а та вот, которая будет уже зимой. Да, но если есть возможность, приходите в летнюю. Это у нас юбилейная группа, 20-й юбилейный поток. У нас в целом в этом году у нас прям целая серия юбилеев. У нас 20-й юбилейный поток. Вышла книжка по высшему Я в Эксмо, была большущая премьера, презентация. Вышла платформа. Потом 10 лет, этим летом 10 лет у нас групповым занятиям в школе и так далее. То есть в самой школе, получается, у нас 2013-го, а групповые с 2016-го. В общем, твою деятельность реальность явно поддерживает. Да. Здорово. Да, я тебе расскажу больше. Не то, что реальность. Мою деятельность поддерживают даже эгрегоры. В том числе эгрегор христианства. Вот я говорю, у меня с ними со всеми абсолютно отличные отношения. Мы пришли в храм, как раз вот в Сергиеву Лавру. Я стою, мне нужно выйти на контакт как бы с ребятами. Я прям стою, вдох-выдох, я прям ухожу вот прям вот туда, а там прям канал вот туда, вот прям вверх. Я прям стою под этим куполом. Я как бы так улавливаю, что она прям рядом. И она подходит, встает рядом и говорит: Данила, говорит, я ваша подписчица. В дзене. Здорово. И она приехала в Троице-Сергиеву Лавру, потому что прочитала у меня статью, что нужно приехать в Троице-Сергиеву Лавру. Я писал про это, у меня был текст, что это прям сильное место, и она приехала. И вы с ней там увиделись. Вот она благословила меня, я благословил ее, и мы разошлись. Но просто вот где шанс? Мы там были 4 минуты, 5 минут. Шанс, что именно в эти 5 минут я встречу нашу подписчицу, которая туда приедет, под этот же купол, которая еще к тому же приехала по моему совету приехать туда и ощутить вот эту вот мощь, эту силу. Вот, я потом пообщался, с потоком, с вот этим вот, да, с христианским. Он очень сильный, он очень чистый. Вот, он очень прям как-то прям радостно меня приветствовал. Прям было ощущение вот прям чистого приветствия. Ну, потому что в какой-то степени вы делаете общее дело. Да, конечно. Вот, поэтому, в общем, вернемся. Да, льготная группа. Да. Я хотела немножко, я тебя сейчас хочу расспросить чуть-чуть поподробнее про льготную группу, но я хочу обратить внимание зрителей, может быть, вы почувствовали, вот прям, можете даже пересмотреть предыдущий отрывок, когда Данила начал рассказывать про, даже, по-моему, не про льготную группу, а вообще про дух, про контакт с духом, да, и про школу. Я аж поплыла, честно. У меня настолько начало, ты, наверное, почувствовал, раскрываться сердце. Я сижу, смотрю, ты сидишь, улыбаешься, что-то я вроде просто рассказываю. Да, а у меня прям раскрывается сердце настолько, что у меня даже загорелся прям сильно и 5-й центр, и 3-й центр, и я просто сижу уже, думаю, я даже сама начинаю забывать. А потом, когда ты начал говорить про Троицу Сергиевой Лавры, то наоборот, резко поток пошел именно через верх. И я такая, и причем, то есть, на протяжении там нашего ролика, да, я не чувствовала каких-то таких резких изменений. А здесь прям настолько вот как-то такой заряд в этом. Немножко подключать заряд, да, чуть-чуть. А вот надо было с самого начала подключать, чего что нас обделил весь ролик. Так что, дорогие, пересмотрите прям этот отрывок. Мне кажется, что если вы настроитесь прям на нас, на Данилу в первую очередь, то вы это точно ощутите. Это очень приятный поток, особенно вот на том моменте, где он рассказывает про школу, про дух, как открывается сердце на этом моменте. Это очень здорово. Давай еще раз. Расскажи еще раз. Расскажи подробнее, да, вообще. Может быть, кто-то нас первый раз вообще смотрит. Мы обязательно все ссылки на другие видео оставим, посмотрите. Но расскажи, что подробнее происходит в твоей школе на первом курсе, на первой ступени и на последующей. Первая ступень — это льготная группа, и вторая ступень, собственно, это льготная группа. Льготная, потому что ей есть еще VIP. Что такое VIP? Это индивидуальное ведение. Кстати, теперь VIPы снова с индивидуальным ведением и с личными встречами со мной. Я немножко освободил время. Как раз после своего ретрита я все отдал вообще, всю операционку отдал администраторам и команде. Команда огромная, и
Теперь у меня освободилось время, несколько мест есть, опять же, внизу вы Я не найдете. представляю, как на самом деле Данила это до сих пор делает, потому что, ну, я была на ВИПе у него, и много моих друзей было на ВИПе. Он просто, я всегда говорю, что сдает себя в рабство. Он реально отвечает, созванивается. Иногда не очень быстро, это правда, но все равно я отвечаю, созваниваюсь теперь снова. И это бессрочно, то есть всегда можно задать тебе вопрос давай практически. по-честному. Как бы формально, если прям человеку реально нужно, то бессрочно, но все-таки через несколько встреч обычно человек сам выходит просто на контакт с высшим я, и ему больше моя помощь не нужна. Вот именно сам факт, что пока человек не выйдет на контакт с высшим я, ты с ним встречаешься, созваниваешься, вытаскиваешь его, помогаешь. Ты мне очень сильно помогал видеть разницу между умом, да, где включается мой ум, мои фантазии, и именно дух. И вот это, кстати, то, что мне больше всего помогло, именно наши встречи, где мы отличали, потому что я была, хоть и я такая вроде... Это у всех так. Потому что часто, как бы кажется, что а вдруг это мои фантазии, а вдруг я придумываю, а вот я что-то увидел, но где гарантия, что это ответ от высшего я? И вот у меня очень долго были эти вопросы, и именно вот наши встречи с тобой помогли расставить точки над «и», где я четко понимаю, что вот это ответ духа, вот это ответ от моего ума, мои фантазии. Вот, и если описывать именно не ВИПы, а льготные группы, опять же, ВИПы внизу, льготные группы 6 месяцев. 6 месяцев первая ступень, мы идем четко поэтапно. Вначале разбираем основку внутреннего диалога, потом работу с блоками, с установками, с эго, с эгрегорами, всеми вещами, с которыми нужно разотождествиться, потом легкое прикосновение к высшему я первое, потом легкий ответ на вопросы, более сложные, потом так называемое большое путешествие, там много разных у нас направлений из высшего я, что можно просматривать, там предназначение, там, не знаю, там прошлые жизни, запуски желаний, событий, всякое разное, все через высшее я, и потом все, что не вошло в первые 5 месяцев, вот такой плавный переход на вторую ступень. Ну, а на второй ступени уже начинается магия. Там у нас на сегодняшний день 6 направлений, то есть это возраст духа, родственные души, это твои, как бы, вот кто вокруг тебя сейчас, вот прям твои родственные души. Это очень ценно, потому что ты действительно находишь прям свою родственную семью. Ты прям Мы сейчас про это будем записывать второе видео. Оно прям вот раскрывается, и ты прям живешь в этом, ты живешь, то есть там прям на самом деле у меня очень многие на курсе находили своих родственных душ, потому что они все равно притягивались друг к дружке. Вот, это родственные души, это искра и блоки, это отдельное направление, проявленность духа, насколько проявлен дух, что мешает духу проявиться дальше. Это вот такая чисто утилитарная техника, как раскрыть в себе вот этот вот поток. И что мешает его раскрытию. Ты можешь не просто заходить на высшее я, а прям четко отслеживать, что мешает более глубокому заходу. Это отдельное направление, получается, личность духа, это прям большое направление, кто ты там в посмертии, что ты там делаешь вообще, как ты докатился до такой жизни на земле, что ты сюда пришел, откуда ты пришел и прочее. Вот, это 4 направления, и 2 новых, это контакт как раз вот с трансцендентным, то, про что мы с тобой говорили на этом ролике, и это восстановление энергии через высшее я, то есть проведение энергии оттуда, максимально физическое тело, для того, чтобы тело было более здоровое, более психологически устойчивое, более счастливое и прочее. То есть это вот чисто как раз вот физика, то, про что мы с тобой сегодня говорили. Да. 6 направлений. И у нас есть теперь отдельное направление, так называемое VIP второй ступени. VIP второй ступени – это все направления, все вообще второй ступени бессрочно, в онлайне, сколько хочешь. И даже те, которые потом будут добавляться ко второй ступени. Это полный доступ во всю вторую ступень один раз и навсегда. Ой, это круто. То есть ты не вылетаешь из чата, грубо говоря, а тебя просто ты постоянно там остаешься. Ты просто можешь любые курсы брать в любой последовательности, а вторая ступень, она всегда в онлайне. И мы просматриваем ребят, и они друг дружку просматривают. Ты имеешь в виду, что постоянно в онлайне, бессрочно, там какое-то количество лет идут созвоны? Вообще пожизненно. Пожизненно. У них пожизненно. VIP второй – это пожизненный доступ во вторую ступень вообще. Во всю вторую ступень. То есть все новые созвоны человек может посещать? Все созвоны посещать может и посещает, да. И у меня уже есть ребята, это на самом деле VIP второй пользовался безумным спросом, его просто набрало кучу себе народа. Это самое интересное вообще, я считаю. И они, знаешь что, они
У меня даже были люди, которые учились на первой ступени и вперед брали VIP 2, потому что, да, то есть они как бы они намерение проявить надо. Проявили, и они вот сейчас ходят из группы в группу. Там такие сильные практики теперь. Конечно. Потому что у них же стимул, это же уплочено постоянная все. Практика. И постоянная практика, да, и нужно же ходить, и они ходят, и не просто на одну, там, два, они один и тот же курс, условно, там, не знаю, там, у нас есть еще и 7 направление, совсем забыл, «Жизнь и творчество в истинном я». О, да, новое, кстати. «Жизнь и творчество» новое, оно тоже полугодовое, очень мощное, и люди, они ходят, вот условно, они сходили, например, на высшее я, вот, например, на, там, не знаю, на возраст духа. Они потом еще раз приходят, и еще раз, и еще раз, потому что же VIP 2 ты можешь сколько хочешь раз ходить, куда хочешь. Это фантастического уровня практики творчество получается. Это вот что-то типа того, как ты как-то рассказывал, что ты доставал стихии, да, из высшего я. Да, жизнь и творчество в истинном я — это как перенести контакт с высшим я максимально в жизнь. Говорить высшим я, ходить высшим я, что-то вот там, вот я, к примеру, вот сейчас, когда я рассказывал вот о высшем я, это вот были легкие приемы оттуда, из жизни и как бы, да, из творчество. жизни. Да, высшем я. И многие ребята на выходе, они, например, мы же там не только делаем жизнь высшем я, там же еще и творчество высшем я. Мы и заряжаем там комнату высшем я, и заряжаем какие-то предметы высшем я. У них там на выходе получаются абсолютно фантастические заряженные картины, заряженные тексты, как прям артефакты, которые, музыка высшем я, да. И интересно. Так далее. Это прям отдельное направление. Там я еще не была. Ты там не была, но люди абсолютно в восторге. Вы вот где-нибудь вот здесь вот везде вот увидите их отзывы на это направление. Они прям очень, им прям очень нравится. Так что это все будет развиваться, продолжаться. Тоже, кстати, благодаря отчасти твоим техникам, ты про Атлантиду мы сегодня заводили, я же увидела тоже, что я в Атлантиде не была практически, я пришла с других миров вообще, и наоборот, вот когда соединение веток это происходило, я там очень много работала в астрале, короче, я тоже столько всего повспоминала вот за это время, огромное количество. И это действительно, знаете, друзья, это очень интересно, и я всегда говорю, вот с Лерой мы очень много про это говорим. Вот многие спрашивают, типа, зачем это все, какая-то там шизотерика, там, ну или какие-то, то, что нельзя подтвердить, знаешь, вот эти все истории. Лично мне вот это все помогло тем образом, что когда ты вспоминаешь, или даже если относиться к этому как к фантазиям, но эти знания, они настолько тебя делают вот частью какой-то единой системы, когда ты видишь, что там такое количество работы прямо сейчас ведется, да, на тонком плане, что какое количество у тебя душ тебя поддерживают, кто-то воплощенный, кто-то невоплощенный. У кого-то, как у меня, например, есть вообще свои астральные команды, с которыми там отдельные задания. Когда ты видишь вот эту вот всю широту, то какие-то свои здесь бытовые трудности, иногда очень нелегкие, которые... они все равно как-то проживаются гораздо легче, потому что ты понимаешь, что в какой-то степени, во-первых, это все временно, во-вторых, ты сам себе это правда выбрал, ты выбрал это себе точно по силам. Вот когда я вижу почему-то вот это вот, вспоминаю какие-то свои прошлые жизни, тем более там то, что вот на астрале происходит, как я сюда приходила, какая я там где-то даже важная шишка, извините, да, я такая думаю, блин, да все у тебя получится, Алиночка, да все у тебя будет хорошо. И это вот, знаешь, не такой какой-то вот от личности, да, там подбодрить себя, а это именно внутреннее чувствование, что ё-моё, да я столько тут для себя придумала, меня столько людей сюда сопровождали, да, и так у каждого практически человека, что то, что я сейчас парюсь там из-за какого-то Васи или еще что-то, да, это большой проект. И то, что вот какие-то мои переживания там где-то за это, где-то за то, это такие все, я все это выдержу, у меня все получится, это мой путь. Вот это действительно изнутри рождается, вот это вот, что я смогу. И так у всех. Да. Но это уже тема родственных душ, мы как раз с тобой сейчас это будем обсуждать. Да, дорогие, следующее видео будет прям вот либо скоро, либо уже есть про родственных душ, сейчас снимем, так что ждите. Да. И пишите свои вопросы, комментарии на другие темы, какие вам интересны. Благодарю. Да, тебя. спасибо. Благодарю, спасибо. ребят.